Так, ну все, запись пошла. Мотор, поехали. Это же твое любимое занятие. Разговаривать ни о чем, бла-бла-бла. Но это неправда. Все на тебя смотрят, боже мой, какой кошмар. Я сделал свой канал. Все о чем-то говорят, что-то рассказывают, вещают какие-то умные вещи. Вот. И пришло мое время. Пора уже мне тоже вещать. Вот, купил камеру, купил микрофон. Я просто уже теперь не могу не говорить. На сегодняшний день, наверное, это способ достучаться, докричаться до людей, потому что столько всего в этом мире. Канал на тему... Да никакой темы особо нет, просто о моей жизни. Мне 42 года. Зовут меня Миша, Михаил. Вот. Живу я в Аргентине сейчас, в данный момент. Переехали мы с женой и 4 детьми недавно из США, 2 месяца назад. Вот. Живем в маленьком городе, называется Абера, провинция Мисьонес. Хочу рассказать о том, как у нас все прекрасно и все хорошо. Или не об этом, не знаю. Буду рассказывать обо всем. Вот, в основном буду снимать себя. Коллективидад Алеман дем Deutschland. Алемана. Коллективидад Алемана де Миссионес. Да. Это дом. Немцы тут живут. Тут живут Полония. Поляки. Такой дом. Суиза. Короче, даже не знаю, как читается. Швеция, наверное, если я правильно понимаю. А вот украинский дом. Я не знаю, видно, не видно. Сейчас проверим. Да. Касса типика украиняна. В общем, да, я нахожусь в парке национальностей, или как он называется, как точнее переводится. В общем, тут находятся дома разных национальностей. Какого года эти дома, я не знаю. Я тут был несколько раз, особо не рассматривал. На этом канале буду рассказывать о своем пути, о том, как изменилась жизнь после переезда из США и из других стран, где мы пожили за последние 4 года. И получается, мы работали на физических обычных работах, хотя я все время смотрел в сторону испанский дом, Испания. Классно. Я смотрел всегда в сторону онлайна, онлайн заработков. О, Россия, Беларусь. Немножко вдали от украинского дома, но недалеко. Последние 4 года пожили в разных странах. Австрия, Испания, Ирландия, США. Где-то больше, где-то меньше. И сейчас в Аргентине, провинция Мисьонес, город Абера. Вот. Буду здесь рассказывать о своем пути, о том, как мы здесь это все проживаем, как зарабатываем деньги. На данный момент еще никак не зарабатываем. Это будет интересно, потому что я не очень хочу делать какие-то физические бизнесы или на какую-то работу идти.
И я очень хотел бы научиться зарабатывать деньги онлайн. Это моя очень такая давняшняя мечта. Вот. И сейчас самое прекрасное время это сделать. Здесь особо работы нет. И языка мы тоже не знаем никто. И получается, что ты хочешь, не хочешь, а деньги заканчиваются, и тебе нужно как-то их зарабатывать. А здесь зарплаты 400-500 долларов. Вот. И при этом у нас расход месячный на нашу семью из 6 человек больше 2000 долларов. Поэтому сильно не разгонишься в плане с такими зарплатами. И, в общем, план такой, что каким-то образом нужно работать на США, на рынок США. Желательно. Это не обязательно. Вот. То есть изначально был такой план, что когда мы уезжали из США, что, скорее всего, мы будем пытаться и дальше работать как-то на рынок США, потому что там есть деньги. И будем находиться в том месте, где относительно дешево. При всем при том, что мы не являемся ни айтишниками, ни блогерами, ни ютуберами. Теперь уже, я надеюсь, будем таковыми. Вот. И да, собственно, здесь буду об этом всем рассказывать, о пути, о том, как будем зарабатывать деньги. Я буду зарабатывать. У меня старший сын, ему 18. В принципе, он тоже пытается. Вот. И о нем тоже буду рассказывать. То есть, как мы живем, тренировки, школы, покупки, продажи автомобилей, путешествия. Что еще? По большей части, по большей степени буду рассказывать о своем бизнес-пути. То есть о том, как я зарабатываю деньги и чем я вообще занимаюсь, мои попытки. Я большую часть своей жизни занимался продажами. Вот. И, скорее всего, что-то вот подобное и будет. Там какие-то продажи, услуги. Специальных скиллов у меня нету. Я имею в виду, я не программист, не айтишник, не какой-то там супер крутой продажник. Я нигде этому не учился. Я самоучка. Хочу делать что-то в интернете, что-то онлайн. Вот, поэтому все свои попытки буду выкладывать. Вот, и, скажем так, не только которые связаны с интернетом, вообще все, что буду делать, куда буду ездить, что-то буду покупать, продавать, перепродавать. Буду все это как бы рассказывать. Да, кстати, про спорт тоже что-то буду рассказывать немножко, потому что самого себя надо в порядок привести. Есть небольшой мамончик, который надо убрать. Вот. И я вообще закончил Херсонский морской колледж в 2003 году на судового механика. Сделал 2 контракта. И сказал, да не, что-то не то, это как-то мне не очень понравилось. Да, на тот момент, там со 2-го или с 3-го курса мореходки я уже занимался продажами или перепродажами, перепродавал компьютеры, телефоны мобильные и всякое такое. И мне показалось, предпринимательство и путь бизнеса это мое. Вот. Кстати, я вкратце расскажу о своем пути, начиная с 18 лет или там с 16 лет. Не такой уж и радужный этот путь был, не особо там есть чем похвастаться.
Вот, и, собственно, я перестал ходить в моря, и с того времени я все время что-то делал, как предприниматель, и с того времени я что-то делал как предприниматель, и я, естественно, буду... Ну, я расскажу об этом, если это будет кому-то интересно. Вот. Но самое главное, что будет здесь, на этом канале, если интересно, опять же, расскажу о пути, как мы пожили там, в какой стране, потому что есть какие-то видео, есть воспоминания, могу рассказать, как мы жили в Австрии, в Испании, в Ирландии, в США последние 2 года. Вот, чем занимались, про жену, про детей могу рассказать, конечно же, и расскажу. И самое главное, что я буду рассказывать, это о теперешнем пути. То есть это путь, который вот от сегодняшнего дня, вот этого первого видео и дальше вперед. То есть что я буду делать, как я зарабатывать буду деньги. Я хочу сделать стартап. Ну, за сколько я его хочу продать денег и какой он будет успешный, я не буду рассказывать. У каждого там, наверное, свои какие-то фантазии на этот счет. Вот. Я немножко далек от этой темы, от темы IT и стартапов Силиконовой долины. Ну, скажем так, есть люди, которые намного более в теме и которые этим живут каждый день. Я очень далек и знаю все посредственно и отдаленно, поэтому потихонечку, по чуть-чуть буду соприкасаться и буду рассказывать об этом. Вот. Что еще? Мы хотим купить землю, возможно, здесь, в этой провинции, Мисьонес. Мы пока что арендовали себе дом. Вот. И купили машину недорогую, Kia Carnival за 6 тысяч. Вот. Она, кстати, здесь не популярная, и это тоже будет определенный экшен. Про эту машину я буду очень много снимать видео и рассказывать, как я ее ремонтирую, довожу до ума. Это мотор 2.9 турбодизель 2003 года. Это единственная машина, которую я нашел семейная, в которой больше, чем 5 сидений, и у которой было более или менее нормальное состояние. Ну, такая, скажем, не убитая, живая. Я тоже про нее буду рассказывать, показывать, там, как я ее восстанавливаю. Что еще? Кемпер хотим купить и путешествовать хотя бы, ну, там, ближайшие провинции и ближайшие города, какие-то здесь водопады, джунгли. Вот, хотим все это дело посещать и хотим купить для этого кемпер, потому что, ну, палатка как бы прикольно, но палатка тяжело, потому что нас много, тут часто бывают дожди, то есть ты пока эту палатку разложишь, сложишь, там у нас новорожденный, ну как новорожденный, ей 8 месяцев. В общем, не прикольно. Змеи, скорпионы, большие эти самые пауки банановые, как они там, странствующие, бразильские, не знаю, как они называются. В общем, все это такое стрёмно, и в палатке жить, ну, посмотрим. Денег особо нету, вот купили машину практически на последние деньги. То есть на данный момент у нас есть там порядка $4000, что равняется эквиваленту 2 месяцам жизни здесь, в Аргентине. Для нас, вот, для нашей семьи. Мы не шикуем, не ходим по ресторанам, мы особо там просто так нигде не катаемся, но это просто базовые вещи. Это продукты, это аренда, коммуналка, бензин, все. Может пару раз куда-то выехать в кемпграунд, в какой-то, на водичку. Буду рассказывать о том, как мы, собственно, выберемся из этой ситуации. То есть у нас осталось денег на 2 месяца. Но у нас в планах
путешествовать, купить землю. Хочу построить, не знаю, у нас немножко расходится мнение с женой. Она хочет дом на 1 гектаре с горной речкой. А я хочу построить, купить участок земли в городе и построить 4-квартирный дом. Вот. По деньгам будет одинаково, что наш дом, что 4-квартирный дом, но 4-квартирный дом по меркам Аргентины будет приносить, допустим, $1000 пассивного дохода. Но да, это как бы вообще не деньги особо, но это половина нашего ежемесячного бюджета, если исходить из минимального прожиточного уровня. Понятно, это не шикарная, не роскошная жизнь. Ты же заснял? Я тебе не помешала? Ну, что-то заснял. Тут просто было 100-500 миллионов попыток, и придется там как бы вырезать и склеивать. Хочу изучить Mercado Libre. Это местная такая, типа Амазона, типа как Амазон в Америке, площадка торговая. Вот. Думаю пойти посмотреть, там одна девочка курсы проводит, 3 урока, и ну хотя бы посмотреть, что оно да как. Вот, может быть, рынок на этапе развития, и как мне кажется, здесь можно этим заниматься какое-то время. Но вообще у меня идея есть стартап сделать один, чуть позже расскажу об этом. Вот, также, да, я буду снимать, собственно, как мы будем делать этот старт. Я буду делать стартап, буду изучать этот вайб-кодинг. Я ничего об этом не знаю вообще, просто хочется как бы нормальных денег заработать и создать какую-то ценность, которая, ну вот что-то, что будет генерить нормальные деньги, то, что будет полезно людям. Возможно, этот проект будет на Латинскую Америку, возможно, даже на Аргентину. Не знаю. Что еще? Ну, в общем, есть мысли про большие, длинные, серьезные деньги. К этому нужно идти. Есть мысли про короткие деньги здесь и сейчас. Это, возможно, какие-то перепродажи, может быть, какие-то айфоны, макбуки буду перепродавать. Не знаю, понятия не имею. А вообще здесь это кому-то нужно, не нужно, на этом можно заработать или нет. Я когда-то, будучи подростком, в Украине зарабатывал себе таким делом. Вот. Что еще? Есть мысли купить кемпер и попутешествовать. То есть мы хотели это сделать в США, но не сложилось, пришлось уехать из США, и, собственно, поэтому хотим осуществить, возможно, эту мечту здесь, объездить всю Аргентину, и когда уже будем выездные, получим документы, также объездить Чили, ну а дальше будет видно. Это как бы один из планов. Другой план, он полная противоположность, это покупка земли в джунглях, где-то строительство какой-то эко-деревни, эко-поселения. То есть, если мы пойдем по этому пути, то мы будем ездить, выбирать землю, будем показывать местные красоты. В общем, много будет такого видео, контента. Также будет про стройку, про ремонты. Вот. Про онлайн-доход с нуля от человека, который от этого вообще очень сильно далек. То есть, это про меня. Вот. Надеюсь, что будет весело, много каких-то шуток и приколов. Вот. Ну, такая природа, да, джунгли будут, ну, точнее, да, джунгли, не джунгли, я не знаю, как это назвать. Это субтропики, провинция Мисьонес, город Абера. Вот. Что еще? Я вообще не умею снимать видео, не умею монтировать, не умею разговаривать на камеру, поэтому буду учиться вместе с вами. Вот. Просто делаю это, потому что мне кажется, что здесь моя точка роста, и мне нужно будет очень сильно
В принципе, даже для снятия этого видео мне нужно было очень сильно преодолеть себя. Дальше. Супер больших результатов в деньгах у меня не было. И мне как бы очень хочется сделать уже какие-то серьезные результаты. Все-таки 42 года. И мне кажется, сейчас как никогда я уже готов, да, готов к этому, и я хочу. У меня нет огромного количества времени заниматься заработком денег, и нужно это делать как-то очень, как это сказать, ну, в общем, настроить надо правильно свою жизнь, чтобы хватало времени и на детей, и на жену, и на путешествия, и на отдых для самого себя, и на заработок денег. Ну, то есть одно дело, когда тебе нравится работать, ну, прям сидеть там с утра до ночи за компом, там, на созвонах, я не знаю, или ездить, что-то там движнячить. А другое дело, когда ты не особо это любишь, ну, как-то, но определенный уровень жизни хочется поддерживать. Нет никаких проблем с тем, чтобы делиться этим, и если это кому-то будет интересно, я это буду делать с удовольствием, рассказывать, показывать и все такое. Сейчас пройдусь по парку, просто поснимаю, покажу вам красоты. В общем, это классный парк. Парк типа разных национальностей. Это дом аргентинский. Тут есть разные дома. Украинский дом есть, Россия, Беларусь и много других домов есть. И Япония, и Китай, Чехия, в общем, разные страны. Ну, я могу ошибаться, я тут всего лишь несколько раз был в этом парке. Вот, там есть детская площадка прикольная. Там еще какой-то дом. Это, по-моему, чешский дом. Чехи. Короче, сейчас посмотрим, что тут за дома такие. А вот Италия. Против солнца, наверное, ничего не видно. Так, это что у нас за дом? Пайсес Арабес. На непонятном языке. Наверное, на испанском написано. В общем, это дом алеман, немцы. Это получается польский дом. Поляки. Ничего, такой прикольный домик, красивый. Это Швеция. Это Бразилия. Мне нравится, какой бразильский цвет, такой яркий, прикольный. Это наша ненька Украина. Украния на испанском.
Да. Тоже классный домик из дерева. Что там, какой год, по-моему, 1920. Вот здесь. Тут что-то написано на эту тему. Да, бразильский домик мне все-таки нравится. Ой, моя вода. Яркий такой, прикольный. Это все относится к украинскому дому. Вот еще какой-то дом. Не знаю какой. Самое прикольное то, что я так понимаю, в этом парке можно встретить кого угодно. Ну, в смысле, людей со всего мира. Это у нас что за дом такой? Не знаю. Испания. 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 Прикольно, мне нравится. Цвета такие прикольные. Белоруссия, Беларусь. Россия, Беларусь. Тоже деревянный. Это у нас кто? Кто-то. Франция. Францесса. Тоже какой год, не знаю, непонятно. Какая-то сценка. Да, Россия, Беларусь. Парке Национес. Я даже читать по-испански еще не умею. Да. Я не сильно шарю, но говорят, что аргентинский, испанский и испанский очень большая разница. Хотя вроде как и то, и другое кастияно. Хапон, Джапан. Не знаю, как читать правильно. В общем, по поводу чего я говорил. Боже, я забыл. Да, хотел сказать, что прикольно, что здесь можно встретить людей разных национальностей. И, ну, как бы для местных жителей, для аргентинцев, допустим, кто живет здесь, в этом городе и никогда не выезжал никуда, ну, пообщаться, познакомиться с кем-то, увидеть другие национальности, по-моему, очень даже прикольно. В этом городе, где мы сейчас находимся и мы проживаем, за последние 100 лет сюда переехало очень большое количество украинцев, более 60 тысяч. И я очень часто везде встречаю разных людей, которые понимают на украинском языке, очень много знают слов, то есть их дедушки, бабушки переехали сюда из Украины. Также очень много немцев сюда переехало и очень много поляков. Это вот я говорю про этот город и про его окрестности, соседние города. Вот в эту провинцию Миссионес переехало. Я не знаю за поляков, за немцев, но знаю про украинцев, что более 60 тысяч украинцев сюда переехало.
Так, ну что там все говорят? Если вам понравилось, нажмите, пожалуйста, пальчик вверх. Ну, я надеюсь, вверх. Если вниз, ну, как бы, как есть. Первый выпуск. Пишите комментарии, я отвечу на все 100%. Все, всем пока-пока. Какой вы, блядь, чему оно посвящено? Просто бред. Снимаем, да.